Всем привет, с вами Ануар, и вы на канале Curative CG Компьютерная графика. В этом видео я покажу, как создать сцену в Cinema 4D, используя Quixel Bridge. Если вдруг вы не подписаны, обязательно подпишитесь на канал. Ну а теперь начнем. Открою Cinema 4D, сразу сменю рендер. Буду использовать Arnold Render. Поменяю рендер с процессора на видеокарту. Включу IPR окошко. Добавлю сцену Sky. В нее импортирую HDR карту. Карты я беру в Substance Painter. Перейдем в программу Quixel Bridge, Megascan. И подберем какую-нибудь траву. Нажимаем на экспорт. Чтобы использовать Quixel Bridge бесплатно, зарегистрируйтесь с помощью Epic Games. Импортировался материал и сами модельки. Добавлю в сцену плоскость. Сделаю ее больше. Заранее установим расположение камеры. Также добавим в сцену Arnold Skater. Увеличим точки рассеивания. Теперь все модельки травы переместим в скейтер. Как видим, ничего не получилось. Это потому, что в скейтер мы не показали, где будут находиться точки моделей. И это у нас плоскость. Сделай больше точек, чтобы заполнить всю плоскость. Для большей красоты в сцене давайте что-нибудь добавим. Выберу вот этот кусочек дерева. Расположим данное дерево, чтобы сцена смотрелась гармоничней. Увеличу меш плоскости для того, чтобы выделить полигоны вокруг дерева. Это делаю для того, чтобы убрать траву вокруг дерева. Если кому не тяжело, поддержите копейкой мой YouTube канал и мультсериал. Все средства пойдут на создание мультсериала и улучшение YouTube канала. Ссылки для доната в описании. Спасибо за вашу поддержку.
Сделаю инвертирование выделения полигонов. Нажмем сюда, чтобы сделать выделенные полигоны тегом. Добавлю тег Arden для дерева и уменьшу его height. Теперь с кита добавим наши выделенные полигоны, чтобы только на них создавалась трава. Поменяем расположение дерева. Чуть больше добавлю точек. Перейду в настройки рендера и выставлю максимальные настройки для видеокарты. Увеличу интенсивность HDR карты. Нажму на рендер и посмотрим, что получилось. Можно поменять Color Space и увеличить экспозицию. Отрендерим данную сцену. Надеюсь, вы поняли весь принцип работы с Quicksilver Bridge и как создавать сцены в Cinema 4D. Спасибо за просмотр, поддержите проект донатом и до новых видео. Всем пока!